Позвольте я вам представлюсь. Меня зовут Майкл Фрост. Я приехал из города Сиднея, Австралия. В данный момент в Австралии происходит наводнение, но наш город не затопило. По крайней мере, я так надеюсь, потому что у меня там остались жена и семья. Я являюсь профессором в семинарии, профессором миссиологии, то есть благовестия, евангелизма, основания новых церквей. В свободное время я основываю новые церкви и также наставляю других основателей церквей. И я не пытаюсь быть смешным, когда я говорю, что я делаю это в свободное время. Единственный способ, как мы можем изменить наши народы, вы свой, а я свой, нам нужно создать способных христианских лидеров, которые основывают церковь в свободное от работы время. Потому что если вы будете ждать, пока люди будут получать 6 лет богословское образование, прежде чем мы будем считать их пригодными для того, чтобы начинать новые церкви, это замедлит весь процесс. Я думаю, что вы все можете начинать новые церкви в свободное от работы время. Я как раз и занимаюсь тем, что хочу начать вот такое вот движение в моей стране. Я также рукоположный служитель баптистской церкви. Когда-то я был пастором большой баптистской церкви, которая привлекала к себе людей. Эта церковь находилась в пригороде Сиднея, совсем недалеко от церкви Хиллсонг. Но в то время церковь Хиллсонг была гораздо меньше той церкви, в которой я был пастором. Поэтому я всегда говорю, только представьте, насколько большая была бы наша церковь, если бы я там остался пастором. И я не буду углубляться в детали, но настал момент моей жизни, когда я уже не хотел руководить структурной церковью и соревноваться с другими подобными ей церквями. Я больше не хотел играть в такие игры, если вы понимаете, о чем я говорю. Нужно было проповедовать лучше, чем другие пастора. Наша группа прославления должна была быть лучше, чем в других церквях. Нам нужно было иметь лучшее детское служение по сравнению с другими церквями. И я такой же грешный человек, как все. Это соревнование захватило меня и пробудило во мне все греховные соревновательные качества. Но настал момент, когда я подумал, а это ли имел в виду Иисус? И я уже не мог продолжать так действовать. Это был процесс, который занял меня некоторое время, но я прошел через него, и я пытаюсь заново открывать для себя, что же имел в виду Иисус, когда Он призывает нас следовать за Ним на служение. Что за движение начинал Иисус в среде тех молодых, впечатлительных рыбаков и сборщиков налогов, среди тех фанатиков, которые собрались вместе на севере Израиля, в Галилее? И Иисус послал их на миссию, чтобы они изменили весь мир. И вот с тех пор я путешествую, рассказываю людям, наставляю их, как основывать новые церкви, помогаю им открыть заново для себя эту гениальную идею, которую открыл нам Иисус, что значит быть последователями этого человека в мире, в котором мы сегодня живем. Вот это немного обо мне, и с тем, как мы будем дальше разговаривать, вы услышите различные истории о том, что я делаю, кто я такой. Я женат, и у меня 3 дочери есть. Кто-то у меня спросил, есть ли у тебя дети? Я сказал, ну знаете, если вы 25-летнюю можете назвать ребенком, или 22-летнюю и 19-летнюю можете назвать детьми, если так, то у меня есть дети. А если вы так не называете, то у меня есть женщины. Очень много женщин. И очень интересную вещь я открыл для себя, когда воспитывал женщин. У меня всего 3 дочери, которые имеют мою фамилию. Но в любой момент времени в моем доме всегда находится 6, 8 или 10 женщин одновременно. Женщины обычно обитают целыми группами. Это то, что я для себя открыл. На выходных я просыпаюсь рано утром, иду по нашему дому, заглядываю в спальню каждой из моих дочерей и просто считаю, сколько женщин находится в каждой из этих комнат. Потому что у каждой дочки в комнате стоит по широкой кровати. Поэтому в одной комнате могли ночевать сразу 3, в другой 2, в третьей 5. И вот сидишь с утра в воскресенье, читаешь газету, и вот все больше и больше женщин выходят из разных дверей отовсюду. Поэтому меня со всех сторон окружают женщины. Позвольте я начну с того, что расскажу вам историю о самом необычном богослужении, на котором я когда-либо бывал. И я вам расскажу эту историю не потому, что я хочу вас научить, как проводить ваше богослужение, но просто эта история подведет нас сегодня к тому, о чем я хочу с вами поговорить. Однажды я был в Хьюстоне, штат Техас, на большой миссионерской конференции. И нас там попросили вместе участвовать в служении хлебопреломления. Это было причастие, которое проводила большая баптистская церковь. Она выглядела так, как, по моим ожиданиям, и должна была выглядеть большая баптистская церковь. На огромном крыльце возвышались высокие белые колонны. Внутри был высоченный потолок, а по бокам окна с разноцветными витражами.
Но кроме этого, кроме внешней оболочки этого здания, все, что происходило в тот день, было совсем не похоже на баптистское богослужение. Это было такое необычное собрание, которое выходило за все рамки моих ожиданий. Когда я вошел в здание, я увидел, что вся церковная мебель была заранее вынесена. Там не было ни одной церковной скамьи, ни кафедры, ничего. Это был огромный пустой зал. Пол в этом зале был покрыт черным полиэтиленом. И это было огромное здание. И прямо в центре зала находилась гора мокрого мусора и всевозможных хозяйственных отходов. И я говорю здесь не о коробках, бумаге, о каком-то твердом мусоре. Это были пищевые отходы. Очистки от картошки, кожура от бананов, мясные и рыбные кости, пакеты из-под молока. Это все было влажное и вонючее. Это был влажный и вонючий мусор с вашей кухни. Куча была примерно такой высоты, это выглядело действительно как гора отходов. И от этой кучи по полу растекались ручейки вонючей жидкости. Поэтому, когда мы вошли в зал, ожидая, что сейчас будет хлебопреломление, нам в нос ударил ужасный гниющий запах. И вид от этой огромной кучи пищевых отходов привел нас в состояние шока. Как я сказал, сесть было некуда, и мы просто стояли вокруг этой кучи отходов. И с тем, как началось служение, в зал вошли два человека с разных сторон. Они были одеты в темно-коричневые мантии, были похожи на каких-то монахов. Мантии были перевязаны поясами. И вот они начали вести собрание, цитируя Священное Писание и молясь вместе с нами. Мы вместе пели, читали тексты из Библии. Там было 4 экрана в каждом углу зала. И с тем, как эти люди вели собрание, они перемещались по залу, как будто они вели нас по какому-то пути. Но когда мы подошли к кульминационному моменту, к празднованию Вечери Господней, они сделали совершенно неожиданное. Они оба подошли к этой огромной куче отходов. Они сняли с себя мантии и оказались полуобнаженными. И только это уже повергло нас в шок. Но то, что они сделали далее, перехватило мое последнее дыхание. Эти два человека, с тем, как они продолжали разговаривать и подводили нас к принятию причастия, они зашли прямо в центр этой огромной кучи отходов. Они прокладывали себе путь в этой жиже пищевых отходов, пока не оказались по пояс погруженными в нее. И вот, оказавшись там, в центре этой кучи, они напомнили нам, что если мы будем есть этот хлеб и пить из этой чаши, то это будет не только празднование заместительной жертвы Иисуса Христа на кресте. Это, конечно, будет. Но не только это. Мы будем не только праздновать победу Иисуса над грехом, смертью и дьяволом, и Его воскресение из мертвых. Конечно, мы будем это тоже делать. Но не только это. Когда вы подходите к вечере Господней, вы также вспоминаете величайшую истину того, что наш Бог совершенный абсолютно во всем, самодостаточный и ни в чем не нуждающийся, добровольно взял на себя человеческую плоть и вошел во всю мерзость и грязь, в этот мусор и зловонные отходы человеческого общества. И вот один из них посмотрел вниз и достал из этой кучи бутылку вина, завернутую в коричневый пакет. А другой достал из этой кучи буханку хлеба, тоже завернутую в пластик. И вот они сказали, если сегодня вы хотите есть этот хлеб и пить это вино, снимите свою обувь, закатайте ваши штаны, придерживайте вашу юбку или платье, и заходите к нам, в эту кучу, чтобы принять участие. Поступая так, вы как бы будете обращаться к живому Богу. Что точно так же, как Отец послал Сына в эту грязь и мусор нашего мира, точно так же и Ты посылаешь меня. И вы знаете, я принимал причастие в различных странах и различными способами. Но я никогда не забуду, как я снял свою обувь, закатал брючины моих штанов, зашел в эту смердящую кучу, и я чувствовал, как отходы просачиваются у меня между пальцами ног. И я зашел всего лишь, может быть, по колено.
И это напомнило мне, что когда мы имеем дерзость сказать, что мы следуем за Иисусом и поклоняемся Ему, мы не просто поклоняемся Ему, потому что у Него есть ключ к восстановлению наших взаимоотношений с Богом Отцом. Конечно, Иисус открывает нам дверь. Но что мы говорили, когда мы ели тот хлеб и пили то вино? Мы пойдем за Тобой прямо в грязь и вонь этого мира. Вы помните великое поручение из Евангелия от Матфея? «Идите и делайте учеников из всех народов». И, конечно, между евангелистами нету соревнований о том, кто из них лучше записал поручение Иисуса. Но мне лично больше нравятся слова, записанные в Евангелии от Иоанна. Там Иисус говорит своим ученикам, рыбакам, сборщикам налогов, зилотам, обычным необразованным людям с севера Израиля. Он говорит им, так, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. То, что мне нравится в этом поручении, это не то, что мы только все посланные. Великое поручение в Евангелии от Матфея тоже об этом говорит. Но в Евангелии от Иоанна говорится о природе того, как мы посланы. Точно так же, как Отец послал меня, говорит Иисус. Вот так вот и я вас посылаю. Посмотрите на меня, говорит Иисус своим ученикам. Что вы видели во мне за последние 3 года? Посмотрите на меня, Бог в человеческой плоти. Посмотрите на меня, я пришел жить в мусоре этого мира. Посмотрите на меня, который сидел за одним столом с грешниками и сборщиками налогов. Посмотрите на меня, я дотрагивался до прокаженных. Посмотрите на меня, я провожу время с потерянными и искалеченными людьми этого мира. Посмотрите на меня, я исцелял этих искалеченных людей. Я кормил голодных. Посмотрите на меня, здесь все надо изменить. Первые будут последними, и последние будут первыми. Посмотрите на меня, точно так же, как послал меня Отец, точно так же посылаю и я вас. В то утро хлеб прилип к верхней полости моего рта. Мне было тяжело его проглотить сразу же. И я вам скажу почему. Я с легкостью могу принять этот хлеб и праздновать то, что Иисус умер за мои грехи. Я могу принимать ту чашу и праздновать, что Иисус победил смерть, когда Он воскрес из мертвых через 3 дня. Но эта вечеря на самом деле застревает у вас во рту, когда вы ее принимаете как знак того, что вы подчиняетесь этому великому поручению. Вы пойдете в этот мир так же, как и Он пошел. Нам всем нужно открыть для себя заново. Нам нужно открыть, как это будет выглядеть для нас. Снять нашу обувь и голыми ногами вступить в грязь, в помои, в отходы, погрузиться в этот мусор одиночества, разрушенных семей, различных депрессий, всевозможных страхов и огромной ненависти. Ведь это есть на каждой улице, в каждом городе, в вашей стране. И вы возьмите этот хлеб, и вы выпьете это вино. И это запомнится вам навсегда. Итак, что же это значит быть последователями Иисуса, которых Он послал в мир? Что это значит быть не просто получателем божественной благодати, но быть распространителями этой благодати? Видите ли, обычные христиане, воспитанные на модели привлечения людей в стены церкви, у них совсем другие заботы. Их волнует, что выбрать, церковные скамьи или мягкие стулья внутри зала. Их волнует то, какой стиль музыки они должны играть в группе прославления или петь обычные классические гимны. Их волнуют такие вещи, которые на самом деле ничего общего не имеют с погружением в ту грязь, которая окутала вашу страну. Но те из нас, которые готовы следовать за Иисусом на служение, мы должны знать, по каким принципам мы с вами будем жить. И сегодня вечером я дам вам несколько таких принципов. Те принципы, которые необходимо помнить, если мы хотим продолжать следовать за Иисусом. Испуганные, с голыми руками, босые, в мир, который Он уже пришел до нас, и теперь приглашает нас следовать за Ним. Вы пока понимаете, о чем я говорю? Итак, я думаю, что если мы серьезно к этому относимся, то первое, что нам нужно сделать, это позволить Иисусу показать нам, как это делается. Я очень переживаю, друзья, и я уверен, что у вас в церкви этого не происходит, но я вам прямо скажу, что в моей стране это имеет место во многих-многих церквях. У нас есть сотни и сотни христиан, которые растут в церквях, и они абсолютно ничего не знают об Иисусе. Вы можете в это поверить? Ну, то есть они знают, что Он умер за наши грехи,
Они знают, что Он был Сыном Божиим. Они могут это сказать. Они могут произнести правильные слова консервативного христианского богословия. Он Бог, Он Царь, Он Господь. Они поют Ему песни, они Его прославляют. Они знают, что Он свят и что Он милостив. Все это они знают, но вот вы их спросите: расскажи мне что-нибудь об Иисусе. Расскажи мне, за кем ты следуешь. И у них тогда возникают большие проблемы, чтобы хоть что-нибудь рассказать про Него. И, друзья, это очень важно, если мы с вами говорим, что мы люди, которые следуют за Иисусом на миссию, Иисус должен стать для нас полным примером того, что мы будем делать и говорить. Разве вы с этим не согласны? Мы не просто спасены Иисусом, а дальше уже каждый живет кто как может. Нам уже не нужно жить, как мы с вами можем. Каждый из нас должен выглядеть как маленький Иисус. Вы посланы в этот мир, чтобы имитировать Его в этом мире. Поэтому вы должны позволить Иисусу быть вам примером во всем. Вам нужно снова встретиться с библейским Иисусом. И проблема в том, что, мне кажется, огромнейшее число христиан, возможно, и в вашей стране, я не знаю, но точно в моей стране и во многих других странах, в которых я бывал, их знание об Иисусе и понимание Иисуса больше основано на песнях прославления, на фильмах, которые они смотрели, чем на простом, естественном чтении Евангелий Иисуса Христа. В 1884 году человек по имени Холман Хант нарисовал изображение Иисуса, которое стало всемирно известным. Эта картина называется «Иисус. Свет миру». Иисус похож на короля Ричарда. Он с рыжей бородой, на голове у него корона, и он одет в белую ночную рубашку. У него красная накидка и в руках фонарь. И вот он стучится в дверь чьего-то сердца. Кто-нибудь из вас видел эту картину? Она всемирно известна. Он написал ее в 1854 году. И люди повезли эту картину в кругосветное путешествие. Просто картину. Когда эта картина прибыла в мой город Сидней, 1/3 всего населения Сиднея выстроилась в очередь, чтобы ее увидеть. Во время Первой мировой войны солдаты Австралии и Новой Зеландии клали открытки с этим изображением Иисуса в свои нагрудные карманы. Они хотели иметь Иисуса рядом с собой, когда они отдавали свои жизни в окопах Первой мировой войны. И вот это одно изображение сформировало образ Иисуса в умах многих поколений. Он англичанин, он царь, у него белая кожа и голубые глаза, он одет в женскую ночную рубашку. И вот он пассивно стучит в дверь вашего сердца. И художник свято верил в то, что Святой Дух повелел ему нарисовать эту картину. И Святой Дух ему сказал: не рисуй на двери ручку снаружи, потому что это дверь людских сердец, ее можно открыть только изнутри. Он взял это из книги Откровения, 3 главы. «Вот я стою у двери и стучу». Вы знакомы с этим? И если кто-то откроет мне дверь... Единственная проблема с этим местом из Писания, друзья, это то, что оно не обращено к неверующим людям с их огрубевшими сердцами. Вы помните, для кого написана та глава в книге Откровения? Она написана для отпавшей церкви. В ней изображается Иисус, который стоит за стенами церкви. И он спрашивает, можно ли ему войти. Этот стих вообще не о благовестии и о том, чтобы открыть сердце Иисусу. И тем не менее на ней нарисован мягкий, пассивный Иисус с широкими глазами. Это такой Иисус, которого часто изображают в фильмах. Он не идет, а парит над землей. И он ищет возможности благословить людей, исцелить людей. Друзья, возможно, в вашем воображении Иисус похож на эти картины, но они не помогают нам ничего понять. И многие эти картины появились благодаря первоначальной картине Холмана Ханта. Посмотрите на них. Я называю их «Иисус, женщина с бородой». Друзья, вот такие вот картины, они не помогают нам понимать Иисуса. Почему я так говорю? Да, они выглядят очень красиво и женственно, не правда ли? Например, посмотрите вот на эту картину. Уберите у нее бороду, и получается очень привлекательная женщина. И эти картины находятся в церквях по всему миру. Большинство людей думают, что Иисус именно так и выглядел. Люди хотят, чтобы Иисус так выглядел. И даже в вашей церкви есть точно такое же изображение Иисуса. Кто сказал, что Иисус выглядел так? Откуда вы взяли этот образ? Вам продали этот стереотип образа Иисуса, и вы купились на него. И если вы сейчас начнете читать Евангелие Иисуса Христа, вам будет очень тяжело представить, как вот эти вот женоподобные мужчины делали хотя бы что-либо из того, что делал Иисус. И Иисус так не выглядел. Он не был похож на них, он не был пассивным, у него нет голубых глаз, белой кожи и русых волос.
Иисус, которого мы встречаем в Евангелиях, радикален и даже дик. Он вырос в одной из самых грубых и жестких частей Израиля, в Галилее. В те времена говорили, что если ваш сын растет в Галилее, и у него проявляются какие-нибудь религиозные устремления, тогда его семья просто обязана отослать его в Иерусалим жить с дальними родственниками. Потому что никто не может вырасти в Галилее и жить свято. Галилея была окружена со всех сторон языческими народами. Они очень сильно повлияли на ее жителей. И вот в такой обстановке растет Иисус. И именно там Иисус собственноручно выбирает себе не компанию образованных, интеллигентных мужчин. Он как раз выбирает себе неграмотных, необразованных, впечатлительных людей. Неудивительно, что религиозные власти того времени не воспринимали его серьезно. Видите ли, Иисус из Евангелий, скорее всего, выглядел примерно так. Этот образ создали в кинокомпании BBC в Англии. Они нашли череп палестинца, жившего в 1 веке нашей эры. Потом они применили к нему современные методы криминалистики, и поэтому здесь мы видим лицо реального человека, жившего в Палестине в 1 веке нашей эры. И я не говорю, что это Иисус, я говорю, что таким образом выглядели жители Палестины в те времена. Как вам нравится этот человек? Посмотрите на его толстую шею. Посмотрите на его тяжелый подбородок. У него косматые брови и круглый нос. Посмотрите на его короткие жирные волосы, да и кожа у него оливкового цвета. Этот человек похож на террориста, который готов взойти на трап самолета. Этот человек похож на члена террористической группировки Аль-Каида. Не тот Иисус, образ которого мы встречаем во многих церквях. И, друзья, я не настаиваю на том, что нам очень важно понимать, как же на самом деле выглядел Иисус. Я просто показываю вам, что на вас больше повлиял образ Иисуса, похожего на женщину с бородой, чем вот этот образ палестинца 1 века нашей эры. Возвращайтесь к вашим Евангелиям. Я хочу, чтобы Иисус вел вас на служение. И я хочу, чтобы Иисус был для вас примером того, что это значит. Иисус проводит время с грешниками. Иисусу нравится проводить время в компании неспасенных людей. И вы знаете что? Очень похоже, что им тоже нравилась его компания. Проститутки, грешники, брошенные, отвергнутые, бедняки, они все любили его. И это те же самые люди, которые сегодня не хотят ничего общего иметь с последователями Иисуса. Подумайте об этом. Те же самые люди, которые любили Иисуса, сегодня не любят его последователей. Что не так в этой картине? Возвращайтесь в Евангелие и учитесь на примере Иисуса. Нам нужно вернуться к радикальному, будоражащему, дикому Иисусу. К Иисусу, который переворачивает весь мир вверх ногами. Вот эта картинка была нарисована в конце 1990-х годов. Англиканская церковь в Англии развесила эти плакаты, чтобы вернуть людей обратно в церкви. И там даже есть дата, когда они приглашали людей снова в церковь. Этот образ Иисуса был очень популярен. Люди стали печатать его на своих футболках. Здесь есть радикальный коммунистический красный цвет. Иисус здесь выглядит как Че Гевара. И очень интересные слова. Кроткий, мягкий, если бы. Откройте для себя настоящего Иисуса. Вы знаете, мне нравится это изображение. Только меня всегда интересовало, сколько людей в Англии видели эти плакаты в 1999 году, и вот они думали, да, я хочу узнать такого Иисуса, покажите мне его. Я хочу иметь радикальную религию. Я хочу встретиться с таким неконтролируемым Иисусом. Да, я пойду в церковь. И вот когда они уже наконец пришли в церковь, они там встретили священника, облаченного в платье. И он стоял в окружении нескольких старушек и раздавал им причастие. И вот я представляю этих людей, они стояли там и думали, когда же это Иисус-то там появится, он скоро придет. И на самом деле Иисус был неподконтрольным, он был радикален. Все религиозные люди хотели, чтобы он умер. И, друзья, одно дело хотеть, чтобы Иисус замолчал. Это совсем безобидно, когда люди хотят, чтобы Иисус сложил свои вещи и уехал. Но они хотели совсем другого, они хотели его смерти. Люди желают смерти кому-то, если те представляют огромную угрозу той религиозной системе, частью которой они являются. Иисус буквально разрушает весь мир, частью которого он является. И он приглашает нас с вами идти вместе с ним. Вот этот вот образ, который нам лучше помогает понять Иисуса, приехал к нам из другой страны.
Это изображение было нарисовано в Мексике. Это тоже образ Иисуса Христа. У него есть красный нимб, есть надпись «Иисус Христос». На его руках видны раны от гвоздей. Но кроме этих признаков, этот человек похож на мексиканского революционера. Но был ли Иисус арестован? Был ли он презрен? Был ли он отвергнут начальствующими? Может быть, нам заново нужно открыть для себя образы Иисуса, приходящие к нам из других стран? Может быть, этот кроткий, смиренный Иисус с русыми волосами, с голубыми глазами, англичанин, царствующий Иисус, этот образ не помогает нам нисколько. Может быть, нам наоборот поможет вот этот вот образ из Сальвадора 70-е годы прошлого века. Иисус хохочет как безумный. Почему у нас в церквях нет таких изображений? Как вы думаете, Иисус смеялся? Много ли он смеялся? Мог ли он быть душой компании на разных вечеринках? Поймите меня правильно, Иисус бывает и сердитым, и очень часто людям рядом с ним было не по себе. Но без всяких сомнений Иисус очень нравился тем людям, которые не были законниками. Вы когда-нибудь находились в компании людей с Ближнего Востока? Приходилось ли вам сидеть за одним столом с людьми из Ливана, или из Иордана, или из Сирии? Конечно, у нас есть такое подозрение, что все они террористы. Но вы никогда не встретите таких людей, которые умеют и кушать, и смеяться, и пить, и разговаривать, как кто-нибудь из Ливана. И они все это делают одновременно. И, друзья, может быть, Иисус был очень похож на них. И, может быть, нам нужно в наших церквях начать заново учиться открывать для себя настоящего Иисуса. Просто читайте Евангелие каждую неделю снова и снова. В наших церквях это просто обязательно. Если вы принадлежите к нашей церкви, вы будете прочитывать Евангелие целиком каждую неделю. Вы будете в этом подотчетны. Встречаясь по 2-3 человека, вы будете рассказывать друг другу, что еще вы узнали об Иисусе на этой неделе. Не что вы воображаете или придумываете об Иисусе, или увидели в каком-нибудь фильме. Нет, настоящий Иисус. Друзья, наша проблема в том, что мы воспитываем целые поколения христиан, которые просто не знают, как сделать Иисуса примером для подражания. Я как-то преподавал на конференции христиан, занимающихся серфингом. Вообще, в Австралии мы специалисты по серфингу. Австралия — это большой остров, и все люди живут вдоль побережья. И есть такая организация, которая называется «Христианские серфингисты». И они просто проводят всевозможные соревнования на различных пляжах по всей Австралии. А потом они разговаривают с детьми об Иисусе. И то, что я вам сейчас расскажу, не должно на них бросать тень, потому что они действительно хорошая организация. Но я выступал на конференции, где присутствовали все лидеры этой организации христианского серфинга. И вот что я им сказал. Я сказал, я хочу провести небольшой эксперимент, и вот что я хочу, чтобы вы сделали. Расскажите мне, кто у вас самый любимый серфингист? И там было примерно столько же людей, сколько в этом зале. И если вы спрашиваете вот такое количество людей, и все они серфингисты, кто для вас самый любимый серфингист, как думаете, что произойдет? Все начали выкрикивать своих любимцев. Я слышал столько имен. И тогда я сказал, хорошо, я слышал достаточно людей, которые назвали Келли Слайдера. Келли Слайдер — это американский серфингист, и он становился 10 раз чемпионом мира. Он настолько энергичный и необычный, что его просто невозможно сравнить с никаким другим человеком. То есть это очень яркая фигура, и я слышал достаточно раз, что вы сказали Келли Слайдер. И тогда хорошо, давайте возьмем с вами Келли Слайдера как пример. Расскажите мне, что вы знаете о Келли Слайдере? И снова, друзья, если вы спросите целый зал, наполненный людьми, живущими серфингом, чтобы они рассказали что-либо о самом великом серфингисте, который когда-либо жил на Земле, начался просто хаос. Эти люди перекрикивали друг друга. Они мне кричали, где он вырос, сколько у него братьев и сестер, где он сейчас живет, с какими знаменитостями он встречался. Они перечисляли года, в которые он занимал мировое первенство. Один парень прокричал 1 год из тех 10 неправильно. Люди начали кричать на него, махать руками, и они мне рассказывали, что на 8-й раз он был плечом к плечу с другим противником, и вот что произошло, и так далее, и так далее. И вот они перечисляют эти мельчайшие детали, и все кричат одновременно. И тогда я сказал, хорошо, успокаивайтесь, и я не мог их успокоить.
И они не могли успокоиться, все дрожали и были очень возбуждены. И я говорил: успокойтесь, успокойтесь, и мы перешли к другой теме. И чуть позже, в тот же день, мы говорили о том, что Иисус должен быть для нас примером для подражания. И я им сказал: я хочу, чтобы вы были такими, как Иисус. Там, на пляже, с теми людьми, которых вы обучаете, с теми людьми, с которыми вы соревнуетесь. И я им сказал: расскажите мне, а что вы знаете об Иисусе? И я сказал: ну давайте, расскажите мне, что вас в Иисусе больше всего впечатляет? И кто-то сказал: ну он умер за наши грехи, он Божий Сын, он мой Господин и Спаситель. И я им сказал: почему вы не можете рассказать мне про Иисуса, так же, как вы рассказывали мне про Келли Слайдера? И я не говорю, что они не любят Господа, они любят Его. Они все время приводят людей к Иисусу. Они используют 4 духовных закона, и Иисус там является 3-м пунктом. Но я не хочу, чтобы Иисус всего лишь был одним из пунктов в вашем рассказе Евангелия. Я не хочу, чтобы вы использовали Иисуса как некий ключ, который открывает какую-то дверь. Я хочу, чтобы вы знали об Иисусе столько же, сколько фанатик-серфингист знает о Келли Слайдере. Я хочу, чтобы когда я вхожу в зал, где находится много христиан, и я спрашиваю: расскажите мне, что вас больше всего впечатляет в Иисусе? Чтобы меня просто захлестнули рассказы людей, которые говорят о своем герое, о своем большом брате, о своем Спасителе, Царе, Друге. Вы не можете быть похожими на Иисуса, если вы не знаете, как выглядит Иисус. И я хочу быть честным, и, пожалуйста, не обижайтесь. Ничего нет плохого в том, что мы поем песни про прекрасного Иисуса. И я смотрю в твои глаза, Иисус, и ты прекрасен. Но давайте будем честными о том, что происходит, когда мы поем такие песни. Он не прекрасен в том виде, в котором мы видим его на картинках. Он прекрасен вот настолько вот. Он прекрасен в самом своем пугающем виде. Он прекрасен, потому что Исаия сказал о нем за сотни лет до его рождения, что в нем не будет ничего, чтобы привлекало кого-нибудь из нас к нему. Но от него исходят лучи совершенно нового мира. Мира справедливости и мира, доброты и милости, радости, букет вкусов и ароматов. Когда люди находились в его присутствии, они чувствовали, что они находятся в присутствии того, каким должен быть окружающий мир. И я хочу, чтобы люди говорили то же самое и о вас. Я хочу, чтобы они могли сказать: эти христиане, они смеются, знаете, громче, чем кто-либо на свете. Эти христиане, они служат больше, чем кто-либо на свете. Эти христиане, они жертвуют больше, чем кто-либо еще в этом мире. Друзья, вывод, к которому я вас подвожу, это то, что мы должны подражать Иисусу настолько, что мы должны жить такой насыщенной всевозможными вкусами и запахами жизнью, что люди, окружающие нас, должны сказать: я хочу иметь то же, что есть и у них. Самые лучшие вечеринки в городе должны проходить именно у вас. Вы должны жертвовать гораздо больше денег, чем кто-либо в вашем городе. Вы должны нести мир и примирение между мужчинами и женщинами, стариками и молодыми, местными и приезжими. Вы должны показать миру вокруг вас, что значит быть полными жизни. Такими, как был Иисус. Хотите быть ближе к людям? Для этого не нужно становиться каким-то красавчиком. Вам не обязательно становиться панком или наносить на себя татуировки. Не нужны различные пирсинги, посещение баров и выпивки. Не нужно становиться такими, как этот мир. Нет, друзья, все, что вам нужно, это позволить Иисусу быть вашим примером. Когда наш город праздновал 150-летний юбилей, то есть мы еще молодая страна, и наш город праздновал 150-летие. И вот мне позвонил мэр города и сказал: не могла бы ваша церковь заняться организацией бала, то есть большой вечеринки празднования 150-летия. И я сказал: ну, я уверен, что мы можем это сделать, но почему? Мы же не организаторы различных событий, мы этим не занимаемся. И он мне сказал: нет, я понимаю, но послушайте, все те вечеринки, которые я посещал в вашей церкви, это были самые лучшие вечеринки в моей жизни. И когда люди начинают приглашать тебя на различные вечеринки, то можно подумать, что ты уже немножко похож на Иисуса. И еще наш город имеет самую высокую преступность, связанную с алкоголизмом, во всем нашем штате.
И снова мэр позвонил нам, это был уже другой мэр, уже следующий переизбранный мэр позвонил мне и сказал: мы тратим $1,5 миллиона в год, пытаясь снизить уровень преступности, связанной с алкоголем. У нас есть очень много баров, всевозможных развлекательных центров, и на выходных они открыты 24 часа в сутки. И вот молодые люди проводят там время, напиваются, они кочуют из одного бара в другой, начинаются драки, просто хаос. Просто безудержные беспорядки по ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. И вот мэр звонит мне и говорит: мы тратим $1,5 миллиона каждый год. Мы устанавливаем видеонаблюдение по всему городу, устраиваем обучающие семинары в школах, но мы не видим никакого успеха наших действий. Есть ли у вас идеи, что мы могли бы еще сделать? Когда власти города обращаются к вам, чтобы исправить что-то, что разрушено и сломано в этом мире, то тогда можно сказать, что вы следуете примеру Иисуса. И вот я разговаривал с мэром, и он говорит: есть ли у вас какие-нибудь идеи, чтобы изменить ситуацию? И я сказал: конечно, у нас есть идея. А потом положил трубку и подумал. И, может быть, я вам расскажу полностью эту историю, если у нас будет время, но в результате того, что мы сделали, преступность, связанная с алкоголем, понизилась на 60% в нашем городе. И, друзья, мы не какие-нибудь особенные, я не хочу, чтобы вы просто копировали нас. Мы просто пытаемся быть такими, как Он. Мы высылаем сотни людей на улицы города в пятницу и в субботу вечером, чтобы они выслушивали, помогали и заботились о людях, которые пьяны. Потому что именно этим и занимался бы Иисус. Чем бы Иисус занимался в вашем городе или селе? Иногда это может быть привнесением благословений, мира и доброты, но бывают случаи, когда Иисус и обличает людей. И, может быть, в вашем контексте вам это нужно делать? Вы знаете, моя любимая история, это, помните, когда Иаир, начальник синагоги, бежит к Иисусу, хватает его и говорит: «Приди и исцели мою дочь». Вы помните эту историю? То есть Иаир, он же учитель закона. Он обучает Божий народ тому, что говорит Тора. То есть я настолько уверен, что я могу даже поспорить, что он говорил другим людям: «Не ходите за Иисусом, я знаю, откуда должен прийти Мессия. Точно не с севера Израиля, и у Иисуса нет никаких мандатов на его деятельность. За Иисусом следуют только очень впечатлительные люди, не ходите к нему. Оставайтесь здесь, оставайтесь в стенах синагоги, продолжайте изучать Тору». Но отчаяние может сделать дурака из каждого из нас. И вот его дочь умирает, и он смиряет себя, он унижает себя. Он бежит на улицу и умоляет этого недостойного человека, этого обманщика Иисуса: «Пожалуйста, приди и исцели мою дочь». И Иисус говорит: «Конечно, я исцелю твою дочь, пойдем, покажи, где она». И вот Иаир хватает его за руку и тащит его через толпу, чтобы быстрее привести его к своей дочери. И вдруг Иисус вырывает свою руку из его руки. И Иисус говорит: «Подожди секундочку, я иду, но мне нужно кое с чем разобраться. Просто ко мне только что кто-то прикоснулся. И кто это был?» И вот ученики начинают убеждать Иисуса, говорить: «Посмотри, вокруг тебя громадная толпа». То есть они как бы говорят: «Ну, выбирай любого». И Иисус говорит: «Да нет, 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 я не имею в виду, что кто-то дотронулся или обтерся об меня. Кто-то до меня только что прикоснулся с особой верой». Кто вот этот человек был? И тогда там написано: все они стали отрицать, что это они. И для меня это одна из самых смешных ситуаций в Евангелиях. Вы так не считаете? Иисус говорит: «Кто меня только что коснулся? Я почувствовал, сила из меня вышла». И тогда они все: «Не-не-не, это не я, ты его не трогал, а ты?» «Не-не-не, я его не трогал, да может быть это он?» И тогда Иисус сделал то, что очень часто делала учительница моих начальных классов. Когда кто-то совершает нехороший поступок, и никто в этом не признается, Иисус сказал: «Мы отсюда никуда не пойдем, пока тот, кто это сделал, не сознается». И затем происходит одно из самых эмоциональных событий в Евангелиях. В толпе людей, которая в основном состояла из мужчин, из тени выходит вот эта вот бедная, растерянная женщина. Мы знаем, что это была очень больная женщина. У нее 12 лет не прекращалось кровотечение. И вы знаете, во времена Иисуса, когда у женщины была менструация, она считалась нечистой.
И сегодня мы знаем, что ничего нечистого в менструальных циклах нету, но в те времена все считали именно так. Муж не мог спать со своей женой в одной постели, нельзя было посещать храм или синагогу, и в некоторых более строгих сообществах нельзя было даже ходить на рынок. Женщина считалась нечистой, и никто не должен был к ней прикасаться. И так происходило каждый месяц. Я знаю, что это кажется странным сегодня, но у этой женщины была не менструация. Кровь у нее текла, не прекращаясь, целых 12 лет. Вы можете себе это представить? Она не могла поклоняться Богу, ее не пускали в храм. Никакой мужчина не мог к ней приблизиться, она была совершенно одинока. И в те времена женщина, оказавшаяся без мужа, находилась в самом отчаянном положении. И также нам сказано, что она истратила все свои деньги на врачей и лекарей, и ничто ей не помогло. Представьте себе эту женщину, она была тощей, потому что постоянно голодала. Она не могла даже, и это ужасно об этом говорить, но даже не могла заработать себе на жизнь проституцией. И вот она, изможденная и голодная, вся одетая в лохмотья. Представьте, как она выглядела. От нее запах шел на километр. И вот Иисус совершает поразительный поступок. Вот она дотронулась до Иисуса, и вдруг кровь перестала течь, она исцелилась. Она теперь здоровая женщина. Так что же тогда делает Иисус? Иисус заставляет ее выйти вперед перед целой толпой мужчин. И вот она выходит и говорит: «Я к тебе прикоснулась». И вот Иисус смотрит на нее, и я уверен, что его лицо излучает радость. И тогда он говорит то, что она уже и так без него знает. «Твоя вера исцелила тебя». И я уверен, что он говорил это не для нее, потому что она это уже знала. Так для кого же он это говорит? Он говорит это собравшимся вокруг мужчинам. Ребята, хотите увидеть, как выглядит вера? Вот, поглядите. Дочь моя, иди с миром. И что же нам дает эта история из Евангелия? А вот что. Когда вы выглядите как Иисус, когда вы воплощаете присутствие в вас Святого Бога, Святого Духа, который вам был дан, тогда гордецы будут унижены. Гордецам придется смириться. Но униженные и оскорбленные будут подняты на высоту почета и уважения. То есть, если вы хотите, чтобы Иисус был вашим примером для подражания, вам необходимо очень серьезно задуматься, кого вы будете поднимать на высоту почета и уважения. Также вам нужно будет задуматься над тем, кто вас презирает, и кого вам нужно принизить. Не потому, что вы хотите их унизить. Просто Божье присутствие в вас не терпит их гордости и превозношения. И вы будете задавать себе вот такие вот вопросы. Пусть Иисус будет вашим примером для подражания. Не гадайте, не придумывайте. Просто читайте эти Евангелия снова и снова и снова. Итак, позвольте Иисусу быть вашим примером для подражания.